Привет! Чем заняться на китайском острове Хайнань? Вряд ли ваши планы ограничиваются пляжным и гастрономическим отдыхом. Нас зовут Роман и Ирина, и мы покажем вам интересные места яркого тропического города Санья. А еще поделимся лайфхаками. Поехали! Итак, Санья – шумный город с многоэтажками, плотным дорожным трафиком и заведениями на любой вкус. И несмотря на все это, здесь дышится легко. Санья буквально утопает в зелени и считается одним из лучших городов Китая с точки зрения чистоты воздуха. Логично, что на такой территории много парков. Один из самых популярных называется «Олень повернул голову». Он находится совсем рядом с туристической зоной Дадунхай, где мы с вами отдыхаем. Поэтому давайте с него и начнем. Кстати, подробнее о Дадунхае вы сможете узнать по ссылке выше. Чтобы добраться до парка «Олень повернул голову», мы идем на остановку напротив отеля Баохонг. Садимся в автобус, кладем по 2 юаня с человека вот в этот ящичек рядом с водителем и выходим через пару остановок. Отсюда нужно еще несколько минут пройти пешком. Скачайте заранее офлайн-карту Maps.me. Она очень поможет вам ориентироваться на местности. Сначала нужно купить входные билеты в парк, точнее нет. Вам выдадут их бесплатно, но по паспортам. На Хайнане это нормальная практика. Здесь многие билеты продаются только по паспорту, хотя говорят, что фотодокументы иногда тоже принимают. У каждой достопримечательности должна быть легенда, иначе это так себе достопримечательность. Так вот, ключевой вопрос: зачем олень повернул голову? Дело в том, что за оленем гнался бравый юноша и однажды загнал его в угол, и тогда олень повернул голову и превратился в прекрасную девушку. И, естественно, они прожили долго и счастливо. Ну что ж, поехали! Парк расположен на горе, поэтому идти придется в гору. Но не переживайте, среднестатистическому человеку вообще не составит никакого труда добраться наверх прогулочным шагом. Это займет примерно полчаса. Но если вдруг вы не готовы идти, то можно сразу в кассе купить билет вот на такую машинку. Это уже за деньги. Домчитесь наверх с ветерком. Мы шли на своих двоих, и за это по пути были вознаграждены прекрасными видами на город Санья. На маршруте немало смотровых площадок, а ближе к вершине есть разные кафе и магазинчики. Также имеются фотозоны, но они в основном платные. А еще обратите внимание на вот такие скалистые тропинки, которые так и норовят увести вас в сторону от основной дороги. Почти у самой вершины гостей ждет главный арт-объект парка, тот самый олень, который повернул голову и превратился в девушку. Но это не конечная точка пути, нужно пройти еще чуть-чуть. Большие толпы туристов приходят в этот парк специально перед заходом солнца, чтобы занять место на смотровой площадке на вершине и смотреть на красивый золотой закат. Когда солнце садится, кардинально меняется и парк. Со всех сторон включается подсветка, и все это становится похожим на маленькое сказочное королевство. Смотрите, какой красивый вид на город Санья в вечернее время.
А еще по пути можно встретить обезьян. И напоследок, парк находится так близко к Дадунхаю, что обратно в отель мы легко дошли пешком. Настало время прогуляться по самому городу Санья, но для начала лайфхак. На Хайнане удобно и дешево передвигаться на общественном транспорте. Чтобы ориентироваться, мы скачали приложение Байду. Интерфейс на китайском, но это не беда. Мы делали так: открываем Байду, выбираем значок с автобусом, затем значок с геотегом. Байду выстраивает маршрут от нашей точки положения. Мы заранее узнали, куда именно нам нужно ехать с помощью карт Maps.me и ставили значок с геотегом на карте Байду. Та-дам! Приложение предлагает варианты на общественном транспорте. Выбираем самый интересный, видим маршрут, узнаем подробности, делаем скриншоты, так как приложение не работает без интернета, а в пути его не будет. Но, к слову, такси в городе Санья тоже стоит приемлемо, поэтому можно, в общем-то, передвигаться и на нем. И вот мы приехали. Сложно представить, но когда-то эти места из-за удаленности считались чуть ли не краем света. Санья как город появилась всего-то в 80-е годы прошлого века. Но предлагаем не углубляться в историю. Лучше обратите внимание на контрасты наших дней. Вашему вниманию и современные здания, и вот такие аутентичные. Есть и большие торговые центры, и ларечки с уличной едой. Например, не желаете погрызть куриных лапок? И да, будьте внимательны на дорогах. Давить пешеходов здесь, конечно, не принято, но и уступать им тоже никто не спешит. Наша первая точка – оригинальный танцующий мост. Или его называют пьяным. Мы за первый вариант. А еще его сравнивают с хвостом дракона. Говорят, что вечером этот мост здорово подсвечивается. Если видели, пишите в комментариях. Идем дальше и вскоре пересекаем другой мост, уже, правда, не такой необычный. Зато смотрите, отсюда хорошо видны знаменитые дома-деревья. Это пафосный отель Beauty Crown Hotel с кучей звезд и каким-то нереальным количеством номеров. Когда-то он был даже внесен в книгу рекордов Гиннесса за масштабы. Сразу за мостом мы попадаем в парк Белая Цапля или Эгрет парк. Он так назван потому, что по берегам реки живут цапли. Их можно увидеть. Еще, кстати, встречается название Байлу. Парк нам понравился. Уютный, ухоженный, зеленый. Судя по всему, китайцы любят проводить здесь время активно. Песни поют, занимаются спортом, ну и какими-то еще своими делами. А вот туристов мало. Наконец, если пересечете парк, то окажетесь прямо у тех самых домов-деревьев. Стоит признать, что это впечатляющее творение современной архитектуры. Говорят, где-то на этих больших яблонях есть смотровая площадка. Но мы не стали искать, уж простите. Мы продолжили гулять по городу. А теперь информация для любителей шопинга. На пешеходной улице Дзефан Роуд вас ждет море всяких сувениров. Впрочем, если решитесь покупать традиционные китайские изделия, жемчуг и шелк, то имейте в виду, за качество не всегда отвечают. Остерегайтесь подделок. А еще здесь же рядом можно нырнуть под землю, и, о чудо, вас ждет длиннющая подземная улица с магазинами. Так, что еще посмотреть в городе Санья? Например, можно доехать до острова Феникс. Но вы помните, мы его видели со смотровой площадки в Оленьем парке. Феникс – искусственный остров с дорогими отелями и апартаментами, созданный китайцами под впечатлением от Дубайских островов. Остров открыт для туристов, и к нему ведет длинный мост с выделенными пешеходными дорожками.
Ну и, наконец, как насчет самого главного – еды? По рекомендации местных мы решили попробовать китайский хот-pot. Вот в этом заведении с бараном на логотипе. Суть такая: перед вами ставят кастрюлю на огонь и заливают в нее воду со всякими вершками, корешками. Какие-то простые закуски входят в базовую стоимость, но мясо и другие основные продукты нужно выбрать по меню. Оно на китайском, поэтому онлайн-переводчик в помощь. Итак, вода закипела. Берем кусок мяса, варим до готовности и приятного аппетита! Это вкусно и интересно. Рекомендуем. Наконец, еще одно место, куда обязательно стоит сходить – парк Феникс. Не путайте его с островом Феникс, это два разных места. Как и олень повернул голову, парк расположен на вершине горы. Но подниматься нужно уже не пешком, а на фуникулере. Протяженность канатной дороги более 1,5 километров. Цена в обе стороны 106 юаней с человека, и это того стоит. На вершине вас ждут две прогулочные тропы. Они не сильно различаются, разве что некоторыми тематическими объектами. Обе живописные, обе длиной примерно в 2 километра. Первая тропа посвящена влюбленным. Здесь есть информационные таблички с местными легендами, скульптуры и даже павильон для свадебных церемоний. Но главное, ох, а какие виды открываются со смотровой! Просто сумасшествие! Вторая тропа может похвастаться не менее впечатляющими пейзажами. Здесь тоже есть арт-объекты и местные легенды. В целом, парк Феникс однозначно рекомендуем к посещению. Мы получили большое удовольствие от этого места. Ну а если у вас есть свои рекомендации, что еще обязательно нужно посетить в городе Санья, то пишите в комментариях. На этом все. В следующем фильме прогуляемся по Стеклянному мосту, погрузимся в быт этнической деревни и окажемся в месте, где за весь день можно не встретить ни одного бледнолицего. Подписывайтесь на наш канал в Дзене, Рутюб, на наш телеграм-канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и посильную помощь. До скорых встреч!